Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. — 29 августа рано утром во дворе Дома творчества молодежи в самом центре белорусского города Речицы был обнаружен труп молодой девушки со следами изнасилования и насильственной смерти. Убитой оказалась 19-летняя Олеся Атаманчук, работавшая кондитером в ресторане «Полесье», откуда в 12 ночи вышла домой после празднования чьего-то дня рождения. Тело нашел сторож Дома пионеров в 5:30 утра. Как сообщила официальная представитель Следственного комитета Республики Беларусь Юлия Гончарова, по данному факту СК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РБ «Убийство с особой жестокостью». На теле убитой обнаружены множественные повреждения, в том числе следы от ударов. Судя по всему, девушка умирала в страшных муках. На ее лице буквально не было живого места. Ее тело было настолько изувечено, что экспертам пришлось немало потрудиться, чтобы установить причину смерти. Предварительной причиной смерти назвали повреждение внутренних органов. Возле тела девушки была обнаружена ее сумочка, содержимое которой было разбросано. Пока СК не спешил раскрывать подробности расследования, ими пестрили социальные сети. Речичане говорили, что ночью из кондитерской, где работала Олеся, пошел провожать домой знакомый парень. Речичане говорили, что ночью из кондитерской, где она работала, Олесю пошел провожать домой знакомый парень. В соцсетях назвали даже имя убийцы. Статус на странице предполагаемого убийцы Олеси говорил: «Портят людей не сигареты, не алкоголь и не образ жизни. Это все мелочи по сравнению с тем, как портят людей люди». Молодой человек не был в виртуальных друзьях у Олеси, а свою страницу наполнял постами о марихуане, картинками с рэперами и видео с жестокими боями. На его странице ВКонтакте было много фотографий со встреч с братвой, эротических картинок. И в то же время перепосты с других страниц с подписями «Мечта любого парня – стать отцом», «Тихо в церковь я войду, за семью зажгу свечу». Более того, в соцсетях даже появилось фото места преступления, которое кто-то сделал, вероятно, из окна своей квартиры. Жители соседних домов также слышали душераздирающие женские крики о помощи, но никто не придал им особого значения. В этом месте часто по ночам собирались пьяные компании, и крики, доносящиеся с улицы, были обычным явлением. Все, что знали следователи, это имена и фамилии парней, с которыми Олеся уходила из ресторана. Оказалось, что провожающий был не один. Уже к 10 утра этого же дня в ходе следственно-розыскных мероприятий было выявлено, что одного из подозреваемых звали Геннадий. Второго молодого человека идентифицировали по фамилии Иванов. Третьего звали Вадим Белый. Именно в этой компании потерпевшая провела последние часы своей жизни. Поначалу считалось, что на девушку напали трое. Предполагаемых убийц арестовали. Всем было не больше 20 лет. Однако, опросив Геннадия и Вадима,
Те сказали, что отправились домой раньше, оставив третьего приятеля наедине с девушкой. Следователи проверили данную информацию, и она оказалась правдивой. Оба молодых человека были дома уже около полуночи и больше никуда не выходили. Это подтвердили как их родные, так и результаты оперативной работы. Получается, что оставался единственный подозреваемый – Сергей Иванов. Кем же был подозреваемый? Известно, что Сергей Иванов и двое его братьев воспитывались матерью. Сергей был не таким, как его братья. Так уж случилось, что именно младший брат стал бедой семьи. Вероятно, этому способствовали и трагические обстоятельства семьи Ивановых. Отец детей покончил с собой, что не могло не повлиять на Сергея. Иванов был трудным подростком и в школе имел проблемы с дисциплиной и успеваемостью. Начиная с 5 класса, Иванов попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 14 лет Сергей попал в плохую компанию и вместе с малолетними подельниками грабил стариков на улицах. В возрасте 15 лет получил первый срок лишения свободы. Был судим трижды за хулиганство, грабежи. Последний раз освободился в феврале 2013 года и уже в марте совершил преступление – хулиганство. Беспричинно ударил знакомого. Пытался устроиться на работу, но нигде больше 2 недель не задерживался. В августе 2013 года, за несколько дней до убийства, Иванов с компанией избил на остановке и ограбил 2 человек. Затем в баре «Нептун» устроил драку, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Знакомые Иванова в суде описывали его как адекватного человека. Однако в состоянии алкогольного опьянения у него проявлялась немотивированная агрессия. Он бросался с кулаками даже на своих друзей. По словам родного брата осужденного, Сергей звонил ему в ту ночь. Он у меня просил прощения, что, мол, я приезжал к нему на свидание, так как Сергей Иванов был неоднократно судим. Привозил передачи, а он не оправдал моих надежд на исправление, говорил Алексей Иванов. Я не придал значения этому звонку. Сказал ему, мол, ты ко мне с ерундой звонишь, я сплю. Алексей считает, что в ту ночь Сергей был под воздействием спайса. Он употреблял спайс. Спайс – курительная смесь, поставляемая в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактивным действием, в некоторой степени схожим с действием марихуаны, но вызывающим более тяжелые психопатологические симптомы. Даже в больнице лежал с отравлением, рассказывал брат подозреваемого. Что произошло той ночью, он не помнит. Так и говорит, провал в памяти. Ничего удивительного, люди из окна выпрыгивают под воздействием спайса и глаза выкалывают, пояснял молодой человек. Однако так просто побеседовать с Сергеем Ивановым у следователей не вышло. Молодой человек просто исчез. Начались поиски, которые завершились довольно неожиданно. Иванов объявился сам. Во время допроса у одного из троицы приятелей Иванова зазвонил телефон, на что следователи попросили показать, кто звонит. На дисплее отобразилось имя Вано. На вопрос, кто это такой, парень сразу признался, что это был тот самый Иванов. Упустить такую возможность для задержания следователи не могли и убедили парня назначить подозреваемому встречу. Встретиться с товарищем Иванов решил на одном из школьных стадионов города. Преступник даже не предполагал, что его друг может прийти не один. К тому времени сомнений в причастности Иванова к убийству девушки уже не оставалось. В операции по задержанию принимал участие замначальника Следственного комитета области Юрий Демьянчик. Именно он и задержал Иванова, который при задержании не оказал особого сопротивления. Но даже после этого Иванов не спешил сознаваться в преступлении. Пытался перекинуть вину на 2 других своих приятелей, объясняя следователям, что это он был тем, кто в тот вечер ушел домой раньше, а они как раз были теми, кто остался с девушкой. Но только после того, как ему представили показания 2 других парней, следователям пришлось выслушать правдивые и ужасные подробности той ночи. 28 августа 2013 года в ресторане «Полесье» отмечали юбилей сотрудницы. Собрались родные и коллеги именинницы, среди которых была и Олеся Атаманчук.
В разгар праздника девушке позвонил некий Геннадий, с которым девушка на тот момент встречалась около 2 недель. Отношения молодых людей нельзя было назвать серьезными. Скорее, ребята просто общались. Однако в тот вечер Геннадий предложил Олесе встретиться. К ресторану молодой человек прибыл в сопровождении своих 2 друзей. Но девушка не была готова покинуть общество коллег, объяснив это тем, что праздник только начался. Компания парней, уже находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, переместилась во двор, не желая заканчивать прогулку. Там они продолжили принимать алкоголь, дожидаясь Олесю. Когда коллеги начали расходиться по домам, девушка присоединилась к троице. Спиртное еще оставалось, и уже вечером молодые люди отправились гулять по городу. Около часа ночи Олеся поссорилась с ухажером, и Геннадий в обиженных чувствах решил покинуть компанию, оставив девушку с 2 остальными друзьями, которые, как позже выяснится, знали друг друга до этого не более 2 часов. Белый вскоре начал понимать, что ему здесь не место, ведь Сергей положил глаз на жертву и поспешил также покинуть компанию. Когда Олеся и Сергей направились к дому жертвы, у них, судя по всему, произошел конфликт на почве того, что она отказала ему в сексуальной близости. В результате чего Сергей набросился на нее, чтобы изнасиловать, а потом жестоко убил, изувечив тело. Над своей жертвой он издевался, когда та еще была жива. Оказалось также, что Иванов не ночевал дома в день убийства. Осознав, что совершил преступление, он отключил телефон и отправился ночевать к матери его друга, который на тот момент находился в местах лишения свободы. Он попросил женщину постирать его одежду. Доказательством причастности Иванова все же стала позже найденная на его одежде кровь жертвы, а также биологический материал, принадлежащий жертве, под ногтями подозреваемого. После предъявления задержанному этих улик, он попросил позвонить своей матери, в разговоре с которой просил у нее прощения, так как, по его словам, совершил нечто ужасное. Однако показания Иванова всегда обрывались на одном и том же моменте. Задержанный никак не мог вспомнить сам процесс преступления, избегал подробностей и не мог объяснить мотив содеянного. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на жертве были множественные раны в области лица, шеи, присутствовали множественные переломы костей и зубов. Официальной причиной смерти явился летальный исход от болевого шока. Также стали известны жуткие подробности смерти. Убийца фактически вытащил рукой ее внутренние органы. По словам адвоката осужденного Ольги Кремко, Иванов также заявлял следствию, что курил спайс. Однако экспертиза показала, что в ту ночь Иванов употреблял только алкоголь. Следователи, опросив знакомых задержанного, охарактеризовали Иванова как вспыльчивого и чрезмерно обидчивого, а также приняли во внимание его уголовное прошлое. Позже на проверке места убийства с участием подозреваемого Иванов все-таки показал непосредственное место убийства и как наносил смертельные удары беспомощной девушке. Оставалось неясным одно – мотив преступления. Иванов всячески отрицал сексуальный мотив, объясняя это тем, что не нуждался в сексе, так как этим он был не обделен. Однако после следствием все же был официально признан сексуальный мотив как основной и единственно вероятный. Судебный процесс начался 18 ноября 2014 года и проходил в закрытом режиме. Это было связано с тем, что в уголовном деле были описаны подробности действий сексуального и насильственного характера, совершенных обвиняемым. Сергею Иванову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 «Убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Часть 2, статья 339 «Злостное хулиганство». Часть 2, статья 206 «Грабеж». Пункт 7, часть 2, статья 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». Часть 2, статья 205 «Кража». Часть 3, статья 167 «Насильственные действия сексуального характера», УК РБ.
Андрей Лагунович, начальник отдела прокуратуры Гомельской области, заявлял: «Я действительно пришел к выводу о том, что исправление и перевоспитание Иванова с учетом его личности, с учетом тяжести и иных обстоятельств совершенных деяний, не дают иных альтернатив, кроме как применения к нему исключительной меры наказания». Расстрельный приговор прозвучал здесь, в стенах Речицкого районного суда. Приговорен 21-летний житель Речицы, который еще в августе 2013 года в самом центре города, прямо на улице, зверски убил знакомую девушку. Столица белорусских нефтяников развязку этого кошмара ждала практически 1,5 года. В последнем слове обвиняемый полностью признал свою вину. Еще раз раскаялся в содеянном, принес извинения родным. В последнем слове обвиняемый и вправду полностью признал вину и заявил, что раскаивается. Он также попросил прощения у матери убитой девушки и своей матери. Сообщалось, что мать Сергея публично отказалась от собственного сына. На суде он отказался от дачи показаний, касающихся деталей убийства. 18 марта 2015 года Гомельский областной суд приговорил Сергея Иванова к исключительной мере наказания – смертной казни через расстрел. Кроме того, в счет возмещения материального вреда в пользу матери погибшей 20,7 миллиона белорусских рублей, а также 500 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Мать погибшей Олеся Атаманчук была удовлетворена приговором. Это оказался первый смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в 2015 году. Обращаясь к своему адвокату, Иванов попросил не обжаловать решение суда. Однако после встречи с братом изменил свое решение и подал апелляционную жалобу. 14 июля 2015 года состоялось рассмотрение апелляции по делу Сергея Иванова в Верхнем суде Белоруссии. На заседании присутствовал брат приговоренного Алексей. По мнению адвоката Ольги Кремко, в данном деле были основания для переквалификации преступления. С части 2 статьи 139 УК «Убийство с особой жестокостью», по которой судили Иванова, на часть 1 статьи 139 УК «Убийство». В этом случае максимальное наказание – 15 лет лишения свободы. Но Верховный суд оставил приговор в силе. Александр Иванов от своего имени и имени брата направил жалобу в Комитет по правам человека ООН на нарушение права Сергея на жизнь. Жалобу подготовил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда. В ответ комитет попросил белорусские власти отложить исполнение приговора до рассмотрения дела. 6 мая 2016 года приговоренный к смертной казни Сергей Хмелевский во время рассмотрения жалобы в Верховном суде рассказал, что в столичном СИЗО-1, где содержались осужденные в ожидании расстрела, его сокамерника Сергея Иванова увели из камеры в ночь с 17 на 18 апреля. Больше он не вернулся. А самому Хмелевскому приказали собирать вещи Иванова. Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда уточнил информацию у родственников Иванова. Она полностью подтвердилась. До этого родители Сергея получили сообщение о смерти сына. 24 мая правозащитный центр «Весна» сообщил, что родственники Иванова получили официальное подтверждение об исполнении смертного приговора. В свидетельстве о смерти в строке «Причина смерти» указано «Приведение приговора в исполнение». В документе также обозначена и дата казни – 18 апреля. В январе 2020 года КПЧ ООН опубликовал свое решение по делу Иванова. Комитет признал нарушение права казненного на жизнь, нарушение презумпции его невиновности, право на защиту, право на справедливое судебное разбирательство. «Жизнь прекрасна», — гласила цитата Олеси с ее странички в социальной сети. «Хочу дочку и сыночка», — написала она накануне трагедии. А как вы, уважаемые слушатели, считаете, может ли смертный приговор безжалостного убийцы восполнить утрату невинной девушки, столь полной жизнелюбия и планов на будущее? Делитесь своим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат?
Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.